Всем привет! Сегодня у нас очередной ремонт В203. Пора менять сайлентблоки задней балки. Вроде как будто бы они еще более-менее. Один. Там второй. Но на самом деле одно колесо чуть-чуть назад, одно чуть вперед, порядка сантиметра полтора. То есть из-за этого не можем сделать нормальный развал. Соответственно, будем мучиться. Казалось бы, вроде ничего сложного. Так вот, первоначально это снять кардан. Карданчик мы снимем. Что еще нам может понадобиться сделать? Дальше снимаем, естественно, защиту, потому что я думаю, что она нам не даст. Но опять я не уверен. Это два. Что еще? Самый главный вопрос это по. Сейчас. Самый главный вопрос это по торцам ручника. Вот там вот надо вот ослабить. Я думаю, что после того, как снимем кардан, ослабим, вытащим, то есть тоже особые проблемы не должно возникнуть. Думал снимать сайлентблоки, стабилизатор, а стабилизатор у нас крепится там, то есть тоже проблем не возникнет. Сейчас снимем колесо и дальше будем думать, что как делать. Ну что, сняли колеса. Как видим, все довольно-таки. Теперь надо снимать карданчик, предварительно где-нибудь пометим, как он стоял. Кстати, обязательно смажем. Приобрели, смотрите, нашу российского производителя жидкий ключ. Стоит доступных денег. Производится в России. В магазине порекомендовали. Там еще химию данного производства приобрели. То есть, в принципе, я думаю, что сказали очень хороший. Смотрите, в комплекте уже идет распылитель. Вот я такого распылителя пимпочки, так называемый, не видел. Кстати, он с дисульфатом молибдена. Проникать должен на раз-два. Видите? Прям как будто пузырьки идут. Прям разъедает, мне кажется, ржавчину. Так что я обычно от дешевых такого ждать нельзя. Сразу смажем все резьбовые соединения, которые нам надо будет откручивать. Это здесь. Пускай все проникнет. Благодаря трубочке, кстати, очень удобно распылять. Вот прям одна такая трубочка чего стоит. Да, он сайлентблок есть порван, надорван. Так, где у нас еще один? Вот он где. Как откручивать кардан, я думаю, нет смысла показывать. Сейчас открутим, и уже будет понятно, что делать дальше. Кстати, не сказал до этого, что надо будет еще открутить стойки. Так, ну что, смотрите, карданчик я снял. Единственное, что, то есть так просто его не вытащить. Вот эти направляющие у него есть. То есть монтажечка подеваем и все. Вот это. Дальше у нас прекрасный обзор для того, чтобы добраться до троса ручника. Соответственно, его сейчас тоже смажем. Тоже снимем, кстати, жидкость. Жидкий ключ работает прекрасно. Все открутилось без каких-либо проблем. За это. То есть он работает. Сейчас снимаем. Сверху все сняли. Система, в принципе, как на Жигулях. Ничего сложного, но по 200 проблематично. Что нам вроде как будто бы осталось? Это снять выхлоп. Пипец. Затем отключить
АБС-ки, датчики, снять тормозные шланги, перекрыть их, после чего, естественно, эти амортизаторы окрутите и возможно все, но это еще не точно. Такая работа, кстати, ну, не из простых, фига. Глушак, скорее всего, не пойдет, потому что тут, посмотрите, тут просто пипец. Никакая химия не поможет. Но чем черт не шутит. К сожалению, тут все отгнило. Болты, что тут как бы, ну, без вариантов. Ничем не сделать. Придется высверливать, что-то думать. Вообще прям. Потому что болтов не было. Ладно, это будет завтра, наверное. Слушай, снимаем глушитель. Подвешиваем на кардан, чтобы он у нас не отвалился. И вообще классно. Мне нравится. Следующий подвес или кардан. Дальше вот там вот, где здесь вот сняли датчики АБС-ки. Хотели снять шланги или трубки. Потом думаю, зачем нам мучиться. Вот просто смазали уже смазочкой. Раздвинем и суппорта снимем. И это будет намного проще. И прокачивать тормоза потом не надо с обоих сторон. Затем останется только снять амортизаторы. Это еще не знаю, снимем ли мы снизу или сверху. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. Это не проблема. Так, ну что, сняли амортизаторы снизу. Осталось вроде только подрамник 4 болта. Но это не точно. Но если два вот здесь вот очень удобно подлезть, то вот там вот два. В принципе, тоже, я думаю, что нормально. Подлезем. Ну что, подрамник сняли. С той стороны были трещины. Вытащить его довольно-таки проблематично, тяжело. С внутренней стороны не видно, что прям где-то что-то износ, но вот даже визуально, как здесь стоит и как здесь. Вроде нигде ничего не мято. Так. Хуже не будет. Кстати, сайлентблоки стоят 10. Полностью резиновые. Сейчас будем что-то думать, как их там поставить или снять. Ну что, поменяли сайлентблоки. Выбивали при помощи зубила и пневмо зубила. Ну, обычно пневмо. Вставляется, то есть чистите бормашинкой и вставляется за сайлентблоки не полностью резиновые, вставляется изумительно. Сам подрамник ржавый маленько. То есть, есть у нас вот такой преобразователь ржавчины. Сейчас его протестим, заделаем и посмотрим, что у нас там на утро будет. Как заявляет производитель, который, кстати, российский, Руссеф, после этого преобразователя даже не надо грунт наносить, можно сразу красить. В принципе, мы планируем покрасить просто антигравием. Так, наноси, посмотрим, что он там. Ой, нифига. Ого, Смотри, сразу вышло. Угу. Такого я не видел. Бля, это наверное, плохо. Нифига. Все разбираем. Ну, где там державчик? Все разъело на утро. Блин. Ну, это как минимум уже что-то необычное. То есть вот этот состав, он уже преобразуется в грунт. Прикольно. Угу. Как минимум необычное. Да? Даже вот за необычность уже можно производителю поставить. Ну, если тут белое, а тут уже это. Вот ржавчина пошла. Да, выходит, смотрите, реально. Ну, он тут вообще. Капец. Кстати, она даже не вонючая. Ну,
Вот обычные вообще разъедает прямо. Да, там дышать невозможно. Вот такой приятный, да, запах? И, кстати, Ну что, ребята, сразу записали, но, к сожалению, почему-то у нас вылетело видео. Мы, во-первых, все собрали, все четко. Ну, видно, да, новые цветочки. Плюс хотели показать вот этот химию против ржавчины. Смотрите, каким налетом оно все образуется. И новая ржавчина не идет. Хочу заметить, что проехали примерно, ну не примерно, прошло около 2 недель. И прям, ну, следов ржавчины свежей нет. Ну, там вот видно старая ржавчина, а здесь вот все обработано. В принципе, я думаю, что обработав там пару раз, будет вообще идеально. Видно, ржавчина отходит сама по себе. То есть процедура по замене сайлентблоков не очень сложная. А химия вот такая. Лайк. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Всем пока.